Всем привет! С вами Якимов Игорь. Итак, я счастливый обладатель мангала от компании Unikit. Он комплектуется подказанником и столиком. Сделан из хорошей стали толщиной 3 мм и расположен на складных ножках. Видеообзор на мангал я сделаю позже и ссылку размещу в описании. А сейчас обратите внимание на эти отверстия для притока воздуха. Они нужны для формирования углей, но при жарке шашлыка они не только не полезны, но и вредны. Когда готовится шашлык, то капает жир, и из-за притока воздуха происходит непроизвольное возгорание. И это приводит к подгоранию поверхности шашлыка и неприятному запаху. К тому же из-за притока воздуха получается большой жар, что сушит шашлыки, и появляется обугленная корка, но внутри шашлык может быть не пропечен. Как говорят профессиональные шашлычники, отверстие при жарке шашлыка – это зло. В профессиональных мангалах приток воздуха регулируется. Или это делается с помощью подзольника снизу мангала, или на данные отверстия ставится регулируемая заслонка. Но в бытовых мангалах такое не встретишь. В этом видео я сделаю съемную заслонку на эти отверстия. Смотрите это видео дальше, и вы сможете по моей методике повторить изготовление съемных заслонок для ваших мангалов. Прежде чем делать заслонку для мангала, мы должны определить, какого размера нужна нам заслонка и как я буду ее крепить. Меряем. Чтобы было запасом, делаю заслонку длиной 53 сантиметра. Я буду заслонку крепить в 3 местах: посередине и на боковых отверстиях. Причем я буду эту заслонку крепить прямо к отверстиям. Поэтому замерим расстояние между центральным отверстием и боковыми. Тут отверстия расположены симметрично, поэтому меряем только в одном месте, между центральным отверстием и боковым. Чтобы не искать центры отверстия, меряем по кромке отверстий, и у меня получается 24 сантиметра. Теперь нам надо замерить диаметр отверстий. Для этого берем штангенциркуль. Вот такой штангенциркуль. Замеряем отверстие. И у нас получилось 12 мм и 41 сотая мм. Можете меня поздравить. У меня обновка. Этот штангенциркуль замеряет с точностью до сотых доли миллиметра. Позже я буду делать обзор на данный штангенциркуль. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы это видео не пропустить. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Чтобы закрыть эти отверстия, я заказал металлическую полоску шириной 2,5 см и толщиной 4 мм. Сейчас я отрежу необходимые куски, просверлю в них отверстия и буду в них нарезать резьбу. Вот я заготовил 2 полоски. Это будут заслонки. Теперь нам надо посередине сделать отверстие. И от середины отложить в обе стороны 24 сантиметра. Я сейчас это все размечу, накерню и буду сверлить. 53 пополам это 26,5. Отмечаем. Ищем середину и керним. Все, от этого отверстия откладываем сюда 24 сантиметра, сюда 24 сантиметра, тоже керним. И буду сверлить отверстие.
Вот я просверлил 6 отверстий в двух заслонках. На точильном станке обработал края заготовки. Сейчас буду нарезать резьбу. Винты я выбрал с резьбой М6 и шагом резьбы 1 мм. Выбирая по таблице, сверлится отверстие 5 мм. Сейчас будем делать резьбу. Сделал резьбу в одном отверстии. Также нужно нарезать резьбу в остальных 5 отверстиях. Получилась вот такая заслонка. Она вот так вот снимается. Когда заготавливаем угли, мы ее снимаем. Когда жарим шашлыки, ставим. Вот так она выглядит с этой стороны. Шляпка винта цепляется за край отверстия. Немного расскажу о выборе винта. Шляпка винта должна быть такая, чтобы вмещалась в отверстие мангала. Длина резьбы определяется толщина стенки мангала, плюс толщина нашей полоски и размер резьбы внутри гайки Эриксона. То есть у меня толщина стенки мангала 3 мм, толщина заслонки 4 мм. Длина резьбы 10 мм. То есть мне надо, чтобы винт был не больше 17 мм. Я выбрал винт диаметром резьбы 6 мм и длиной 16. Сейчас я винты и гайки Эриксона сниму и буду красить эту заслонку. Предварительно обезжирив спиртом. Буду красить жаростойкой краской, которая выдерживает 1200 градусов. Эта краска специально предназначена для мангалов. Вот крашу пластины от заслонок. Использую вот такую вот краску. Как красить, можете прочитать на баллоне. Обращаю внимание, что мои винты сделаны из нержавейки. Я их решил не красить. А гайки Эриксона, которые выполняют роль ручек, выполнены из дюраля. Их тоже не надо красить, они ржаветь не будут. Заслонки покрасил и поставил на место. Смотрю, они достаточно гармонично тут выглядят. Даже не покрашенные ручки и винты тоже выглядят прекрасно. Эти заслонки легко снимаются и ставятся, в зависимости от того, когда мы жарим шашлык или заготавливаем угли. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Интересен ваш опыт жарки шашлыка. Как вы закрываете отверстия. Также интересно, если у вас получается вкусный шашлык, не закрывая эти отверстия. Поделитесь этим видео с теми, кому данная тема актуальна. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, если вам интересны другие советы домашним мастерам. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.